Оба государства, Сингапур и Эмираты, представляют привлекательные условия для бизнеса. Помимо этого, Сингапур – это один из крупнейших центров международной торговли в мире. В целом, процесс регистрации компаний в Сингапуре является более простым и быстрым, чем в Арабских Эмиратах, а также предлагает большую гибкость в выборе структуры компании и отсутствие ограничений на иностранные инвестиции. Арабские Эмираты не взимают налог на доходы физических лиц, что делает эту страну привлекательной для высококвалифицированных специалистов и инвесторов с высоким уровнем дохода. В целом, Сингапур и Эмираты имеют различные религиозные традиции и подходы к свободе вероисповедания. Однако, Арабские Эмираты являются консервативной исламской страной, и некоторые законы и правила будут намного строже, чем в Сингапуре. Всем привет, с вами Татьяна Шереметьева, ваш бессменный проводник в мир международного бизнеса и потрясающих международных путешествий. Сегодня у меня тема «Огонь. Сравнение Сингапура и Эмиратов». Мы давно и успешно занимаемся бизнесом в обеих этих странах. Я регулярно бываю в Арабских Эмиратах и более 11 лет живу в Сингапуре. Поэтому сегодня я вам в моем честном обзоре расскажу про сравнение Сингапура и Арабских Эмиратов в отношении климата, переезда для иностранцев, регистрации здесь бизнеса, налогов, религии и многих других вопросов. Все это много другое в моем сегодняшнем видео. Так что если вы сейчас думаете над вопросами открытия бизнеса, либо переезда в Эмираты или в Сингапуре, это мое видео для вас. А с вас за мои труды ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если, конечно, не хотите пропустить столько интересного бесплатного контента. И не будьте жадинами, делитесь с друзьями. Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты – это две страны, которые предлагают привлекательные возможности для переезда, а также открытия и ведения международного бизнеса. Обе эти страны имеют как значительные схожести, так и значительные различия, а также свои преимущества и недостатки. Мы давно занимаемся бизнесом в обеих этих странах, поэтому сегодня я вам расскажу как раз про Сингапур и Эмираты с точки зрения плюсов и минусов для переезда, открытия бизнеса, налогов, климата, культуры, религии и многого другого. Если вы задумываетесь или уже ведете бизнес в Сингапуре или в Эмиратах, либо планируете переезжать в одну из этих стран, обязательно смотрите мой обзор. Решение, где открыть международный бизнес в Сингапуре или в Эмиратах, зависит от ряда факторов, такие как ваша бизнес-активность, отрасль, в которой вы работаете или планируете работать, рынки, с которыми вы планируете или уже работаете, а также ваш бюджет, цели и приоритеты бизнеса. Оба государства, Сингапур и Эмираты, представляют привлекательные условия для бизнеса, включая низкие налоги, доступность финансовых услуг, инфраструктура, благоприятные правовые условия, но, несмотря на все это, есть существенные различия, которые могут повлиять на ваш выбор. Географическое положение. Ну что ж, давайте обсудим географическое положение обеих стран. Сингапур – это город-государство, которое находится в Юго-Восточной Азии, в то время как Эмираты расположены на побережье Персидского залива на Ближнем Востоке. Сингапур граничит с Малайзией на севере и с Индонезией на юге, в то время как Эмираты граничит с Саудовской Аравией на западе и Йеменом на юге. Можно сказать, что Сингапур – это идеальная входная точка на рынке Азии, Юго-Восточной Азии, а также Австралии и Новой Зеландии, в то время как Эмираты расположены на перекрестке торговых путей между Азией, Европой и Африкой и являются идеальной точкой входа на рынки Ближнего Востока. Какой вид бизнеса выбрать? Меня очень часто спрашивают, какой тип бизнеса лучше открывать в Сингапуре, а какой в Арабских Эмиратах. Это сложный вопрос, но я попробую на него ответить. Сингапур является одним из крупнейших центров стартапов в Азии, и здесь есть множество инкубаторных, венчурных фондов, а также государственное финансирование, которые могут помочь развить и масштабировать ваш бизнес. Сингапур может быть подходящим местом для открытия международного бизнеса, если ваш бизнес связан с технологиями, финансами, научными исследованиями и инновациями. Помимо этого, Сингапур – это один из крупнейших центров международной торговли в мире. Сингапур находится на перекрестке важных международных торговых маршрутов, что делает его идеальным местом для обработки, хранения
и распределения товаров. Кроме того, Сингапур находится в близости от Китая, Японии, Южной Кореи, Индии и других стран Азии, что делает его удобным центром для торговых отношений с этими регионами. Сингапур имеет развитую инфраструктуру, высококвалифицированных работников, простую прозрачную налоговую систему, а также благоприятный бизнес-климат. В то же время Арабские Эмираты могут быть подходящим местом для открытия международного бизнеса, если ваш бизнес связан с нефтяной или газовой промышленностью, строительством, туризмом, а также гостиничным бизнесом. Арабские Эмираты имеют привлекательные инвестиционные возможности, особенно в свободных экономических зонах, а также развитую инфраструктуру и низкие налоги на доходы. Регистрация бизнеса. Регистрация бизнеса в Сингапуре и Арабских Эмиратах является достаточно простой и быстрой процедурой для иностранных инвесторов и предпринимателей. Несмотря на это, существуют определенные различия в требованиях и процедурах для регистрации бизнеса в каждой из этих стран. К примеру, в Сингапуре процессы по регистрации бизнеса являются очень быстрыми и очень простыми. Сингапур, к слову сказать, на протяжении всех лет существования рейтинга Doing Business Report, который сравнивал все страны мира по множеству параметров, включая открытие ведения бизнеса, инфраструктура, доступ к финансированию, правовая защита и другие важные параметры для бизнеса, всегда занимал в нем самые топовые позиции. Компанию в Сингапуре можно зарегистрировать в течение 20 минут без всякого личного присутствия, а также дистанционно ее обслуживать. Что касается процесса регистрации бизнеса в Эмиратах, то он намного более сложен. Принимая во внимание, что Объединенные Арабские Эмираты состоят из 7 эмиратов, таких как Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Ум-эль-Кайван и Аджман, в каждом из них действуют разные типы компании и существует значительная разница в требованиях и процедурах для регистрации компании в различных эмиратах, что, безусловно, влияет на время и стоимость процесса регистрации. В целом, процесс регистрации компании в Сингапуре является более простым и быстрым, чем в Арабских Эмиратах, а также предлагает большую гибкость в выборе структуры компании и отсутствие ограничений на иностранные инвестиции, что делает Сингапур очень привлекательным для инвесторов. В то же самое время Арабские Эмираты предлагают возможность регистрации компании в так называемых свободных экономических зонах, которые предоставляют дополнительные налоговые льготы. В целом, обе страны предоставляют привлекательные условия для регистрации компании, и выбор между этими юрисдикциями зависит от конкретных потребностей и целей инвесторов и бизнесменов. Если инвестор ищет большую гибкость в выборе структуры компании и более быстрый процесс регистрации, то Сингапур может быть лучшим выбором. Если же бизнесмен хочет получить дополнительные налоговые льготы и другие преимущества, то Арабские Эмираты может быть более привлекательным вариантом. Правовая система. Говоря о правовой системе, стоит отметить, что в обеих странах, и в Сингапуре, и в Арабских Эмиратах, существует достаточно развитая правовая инфраструктура, включая законодательство, судебную систему и надзорные органы. При этом есть достаточно существенные различия. Сингапур является бывшей британской колонией, и его правовая система основана на общем праве, унаследована от британской правовой системы. В то время Арабские Эмираты имеют гибридную правовую систему, где применяются элементы права шариат и общего права. И в Сингапуре и в Арабских Эмиратах существуют законы, регулирующие различные сферы жизни, такие как право на недвижимость, налоговое право, трудовое право и другие направления. Однако стоит отметить, что в Арабских Эмиратах религиозные законы и правила имеют большее значение, чем в Сингапуре, особенно в шариатских судах. Кроме того, в Арабских Эмиратах наказания за некоторые преступления могут быть значительно более жесткими, чем в Сингапуре. Налоговая система. Сингапур и Арабские Эмираты являются двумя из самых привлекательных мест для бизнеса во всем мире благодаря своей низкой налоговой ставке и бизнес-френдли окружению. В Сингапуре налоговая система относительно простая и прозрачная. Сингапур предлагает одну из самых низких налоговых ставок не только в Азии, но и в мире. Налог на прибыль компании составляет здесь 17%. При этом в Сингапуре действует множество налоговых льгот для компаний моложе 3 лет, а также компании, которые инвестируют в исследования и развитие и занимаются международной экспансией. Объединенные Арабские Эмираты предлагают еще более низкие налоговые ставки для компаний, конкретные ставки которых зависят от юридической формы, типа компании, офшор, мейнленд или СЭС и также сферы деятельности. Стандартная ставка корпоративного налога в Эмиратах сейчас составляет 9%. При этом действует большое количество налоговых послаблений. Однако следует учитывать, что в Арабских Эмиратах существует система обязательных социальных взносов, которые могут быть значительными для компаний. Теперь, что касается персонального налога, в Сингапуре действует прогрессивная система персонального налогообложения от 0 до 24% при условии, что ваш доход превышает $1 миллион в год. Арабские Эмираты не взимают налог на доходы физических лиц, что делает эту страну привлекательной для высококвалифицированных специалистов
и инвесторов с высоким уровнем дохода. Климат. Сингапур имеет тропический климат с большим количеством дождей и высокой влажностью, в то время как Арабские Эмираты имеют пустынный климат с жарким летом и очень мало осадков. Сингапур расположен на экваторе, поэтому климат тропический с высокой влажностью, большим количеством зелени, а также среднегодовой температурой в районе 24-30 градусов Цельсия в течение всего года. Здесь часто бывают тропические ливни, особенно в сезон дождей, благодаря которым страна просто утопает в зелени и цветах. Арабские Эмираты расположены в пустынной зоне, поэтому климат Эмиратов – это пустынный или полупустынный климат. Лето в Арабских Эмиратах очень жаркое, с температурой, которая может превышать 45 градусов Цельсия, в то время как зима более мягкая, с температурой в районе 20-25 градусов тепла. В Арабских Эмиратах практически нет дождей, и осадки в основном выпадают в зимнее время года, что приводит к большим засушливым периодам и даже так называемым пустынным вьюгам, которые очень тяжело переносить в летнее время года. Религия. Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты являются двумя различными странами с разными религиозными и культурными традициями. Сингапур – это государство с мультикультурной и многорелигиозной популяцией населения. В Сингапуре нет официальной религии, и население исповедует буддизм, христианство, ислам и индуизм. Сингапур является одним из наиболее религиозно многообразных государств в мире. Государство официально признает свободу вероисповедания и уважает права всех религиозных конфессий. Что касается Арабских Эмиратов, ислам является официальной религией и основой жизни государства. Большинство населения Арабских Эмиратов исповедует суннитский ислам, но также существует меньшинство шиитов и христиан. Арабские Эмираты имеют строгие законы в отношении свободы вероисповедания, и государство официально не признает никаких других религий, кроме ислама. В целом, Сингапур и Эмираты имеют различные религиозные традиции и подходы к свободе вероисповедания. Сингапур является более европейской, более мультикультурной и религиозной страной, где гарантируется свобода религии, в то время как Эмираты – страна с государственной религией и ограниченной свободой вероисповедания, которая сохраняет многие традиции и обычаи, связанные с исламом. Условия жизни для экспатов. Сингапур предлагает высокий уровень жизни, хороший уровень образования и здравоохранения, а также потрясающий уровень безопасности. А еще Сингапур известен своей чистотой, безопасностью и организованностью. Однако важно учитывать, что Сингапур является одним из самых дорогих городов в мире. В первую очередь это касается расходов на покупку аренды жилья и особенно автомобилей, что может быть проблемой для экспатов с ограниченным бюджетом. Из моего видео «Стоимость жизни в Сингапуре» вы можете узнать более подробно про стоимость жилья, питания, школ, покупки автомобилей и других основных статей и расходов. Что касается Арабских Эмиратов, они в свою очередь предлагают более доступные расходы на жилье и уровень жизни, но также имеет высокий уровень доходов и возможности для карьерного роста. Арабские Эмираты предлагают богатую культуру и историю, а также доступ к роскошным пляжам и курортам. Также в Эмиратах нет налогов на доходы, что может быть привлекательным для некоторых иностранных граждан. Однако Арабские Эмираты являются консервативной исламской страной, и некоторые законы и правила будут намного строже, чем в Сингапуре. Что касается получения долгосрочных виз, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты имеют свои особенности и требования для переезда иностранцев. Переезд в Сингапур может быть довольно сложным процессом, так как страна имеет очень строгую иммиграционную политику и высокие требования к приезжающим иностранцам. Это касается всех типов долгосрочных виз, особенно рабочих и виз предпринимателей. В основном иммиграционные визы выдаются только высококвалифицированным специалистам в определенных отраслях, в первую очередь технология, медицина, финансы и другое. Помимо этого, Сингапур предоставляет возможности для инвесторов и предпринимателей, которые могут и будут инвестировать в экономику страны. Что касается переезда в Арабские Эмираты, это также достаточно сложный процесс. Визы выдаются только при наличии работы или бизнеса в стране, и даже после получения визы вам требуется регистрация в местных властях. При прочих равных получить долгосрочные визы в Сингапуре сложнее, чем в Эмиратах, так как у Сингапура значительно более селективный подход к иностранцам. Что касается гражданства, то получение гражданства в обеих странах сложный, муторный и очень долгий процесс. Сегодня я вам рассказала про ключевые особенности и различия между Сингапуром и Объединенными Арабскими Эмиратами. В целом, чтобы разобрать каждый пункт, мне потребуется намного больше времени. Впрочем, у меня на канале есть много подробных видео как по бизнесу и жизни в Сингапуре, так и по бизнесу и жизни в Арабских Эмиратах. Впрочем, если вам нужна практическая помощь по переезду в эти страны, открытию здесь бизнеса, налогообложению, консалтинг и многое другое, специалисты РСБС будут рады прийти вам на помощь. Напомню, что РСБС начал работать в 2013 году и за годы своей работы помог тысячам и тысячам компаний в решении бизнес-задач. Так что, если вам нужна помощь, вы знаете, где ее найти. А с вами была Татьяна Шереметьева. Не прощаюсь, но говорю до новых встреч!